Это был очень волнительный момент. Ваш автомобиль вызывает неподдельный интерес, да? Сайбертрак купить, да? Вот наш пациент. Что же здесь живое, а что уже умерло? Этот экспонат здесь необычен. Деньги залетаем, все. Плоскогубцы, проволока и если у тебя есть черная изолента, вообще шикарно. Зарядное устройство за миллион денег. Оно, конечно, шуточки и шуточками, но вот это зарядное устройство стоит как неплохой автомобиль. Что там, когда уже поедем кататься? Написано, что нужно поменять инвертор. Ё-моё, опять. Проходишь. А у нас возле дома прикольная выставочка снова. Иду искать друзей. Ваш автомобиль вызывает неподдельный интерес, да? Есть такое дело. А потому что это Волга? Единственное, не считая второй, который отошел в нашем владении. А номера какие, да? Самое интересное. Местные номера. Маунт Проспект все такие ездят. Пожалуйста, вы можете открыть дверь, не стесняясь, пожалуйста. Посмотреть на наши Какой диваны. чистенький салончик, как с конвейера. Вообще просто машина, один хозяин, единственный. Не бита, не крашена. Один хозяин, да, никаких ДТП, ничего не было. Не бита, не крашена, не продается. Не продается. Увы. Ну, продается, конечно, вопрос. Вопрос, да, вопрос договоримся. Это все, конечно, интересно. Мустанги. Но вот этот экспонат здесь необычен. Прямо в 200 метрах от дома выставочка. Можно даже пешком прийти. Oh wow! Well, you know what that's for? Yeah. Soviet winter. That's what it is. Right? We still Just like the jet planes are designed, you know, the air. They have things because you're always taking off with snow under there. From Omsk or Люди интересуются. Yeah, it's cold here. Cold there, not here. Do they use salt on the roads? At that time, Probably didn't use now, nothing. Yes. Now they use crazy stuff. Yeah. Did you chrome plate the heater? No. The heater car? It's You know what is the most important thing with the cars, Soviet Union cars? You can fix all the cars with this. Any. So you need pliers and screwdriver. That's and, it. and duct tape. Duct tape also, yeah. You know what was that one? Space Mission. И это правда, так и ремонтировали эти машины в свое время. Плоскогубцы, проволока и если у тебя есть черная изолента, вообще шикарно. Так и вызывает интерес автомобиль. Simple gauges. I mean, them gauges are like a lawn. It's miles per hour. Yeah, it is. No, kilometers. Yeah. So 62 is 100. Yeah, because I was going 100 I was going 100 on it, so I don't think it's miles per hour. 64. Похоже на Волгу, только цвета более красочные. Люди просто в свой выходной собираются, имеют машины такие старые, общаются с другими людьми. Такая вот тусовочка для взрослых и не очень людей. Бывают, конечно, выставки гораздо больше, гораздо интереснее, но все равно прикольно. Суббота, вышел, прошелся, с кем-то пообщался. А мне уже пора ехать дальше, и я отсюда буду сваливать. Я поехал дальше по делам. А к нам наконец-то приехал наш долгожданный стенд. И мы его собираем по чуть-чуть. Он приехал в разобранном виде, чтобы можно было разделить его на посылки. И мы вот уже собрали все блоки питания. Здесь есть кулант, который охлаждает радиаторы, которые охлаждают нагрузочные элементы. В общем, очень интересно. Такие есть кабеля на все 36 каналов зарядного устройства, флешечка. Наверное, чтобы сохранять данные, мы позже об этом узнаем. Вот такой вот внешний вид. Это его задняя часть, а вот передняя. Мы сейчас все это дело соберем и будем подключать. Посмотрим, как это работает. Что нам приехало? Ну что нам приехало? На это ответит Вова, как всегда.
Зарядное устройство за миллион денег. Ждали его, молились, чтобы оно пришло. Шло посылкой, посылка вся разорванная пришла, думал, что все разбито. Сейчас посмотрим, как оно там будет работать. Паять приходится теперь половина. Сейчас с 36 каналов будет работать всего 12. Он будет весело. Мы надеемся, что все будет работать нормально. Но действительно, доставили, конечно, очень небережно. Поэтому мы сейчас все это дело собираем. Наше долгожданное зарядное-разрядное устройство на 36 каналов. Влад, главный сборщик, он всю жизнь собирает зарядные разрядные устройства. Начал свою практику сегодня. Первая зарядная, но будет, надеюсь, не последняя. Конвейер сделаем, будем выпускать потом и продавать. Добавим еще свою функцию такую. Пару опций. Вот это самый главный инструмент при сборе. Вот, уже готово. Ждет заряда батареи. Оно, конечно, шуточки шуточками, но вот это зарядное устройство стоит как неплохой автомобиль. Надеюсь, он нам будет служить верой и правдой долгое время. 36 каналов можно заряжать одновременно. Это очень классно. Это был очень волнительный момент, первое включение, потому что устройство у нас под европейское питание, а в Америке, естественно, все по-другому. Но мы это сделали, ничего не загорело, ничего не взорвалось, и мы этому очень рады. Это просто первое включение. Вот наш дисплей, с помощью которого мы мониторить можем все, что происходит. Вот все наши 36 каналов, сюда подключаются кабеля, и мы видим данные напряжения по каждому из каналов. Ну, самое главное, это здесь. Вот так вот. Это зарядное устройство, как и автомобиль, не работает без антифриза, потому что ей нужно охлаждать свои нагрузочные элементы. Очень интересно. Первая тестировочная зарядка. Подключили два никель-металлогибридных элемента с Приуса. Вот такие вот. Вот видим здесь вольтаж, а здесь видим тоже вольтаж, силу тока и сколько уже оно в себя взяло. Класс! Наш стенд предварительно уже стоит на своем месте. Он будет вот здесь вот находиться. Я уже подключил к нему батарею первую. Собрал из просто всех элементов, которые у нас валялись. Хочу их оттестировать. Заодно и наберусь немного опыта, как пользоваться этим стендом. Сейчас идет заряд. Некоторые ячейки уже зарядились, а некоторые продолжают заряжаться. Сейчас ячейки пройдут несколько циклов, и я узнаю фактическую емкость каждой ячейки. Немного позже я сделаю, чтобы здесь все было немного покрасивее. Но пока на сегодня, пока мы все это тестируем, это выглядит вот именно вот так. Вот и все, ребята. Подтверждение пришло, и мы продаем трак. Сейчас будем спускать Ford Fusion. Вот такой у нас малыш стоит, красавчик. Сейчас последний раз на нем прокачусь. Спустим Fusion, поднимем другую машину, Dodge Durango. И человек уезжает на нем. Сейчас вам покажу, как заводится. Включим все мигалки. Надо снять будет еще номера. Эх. 23 тысячи миль на траке. Он полностью новый еще. Примерно так. Воздушное сиденье здесь. Да. Все, съезжает наша последняя машина. Мы сейчас вынесем несколько домкратов, поднимем домкратами ее, да? Или покатим вперед-назад? Вперед, покатим. Вперед попробуем. Не плачьте, все хорошо, купим новый трак. Вот такой вот трачидло. Сейчас будем снимать номера. Что, брат, забираем? Окей, this is for us, this is for us, everything for us. Вот такой Peterbilt 23-го года. Красивейший. Все работает, фонарики, он как бы новый. YouTube channel. YouTube! Yeah, we're gonna use this gentleman also in our video. He's letting us. Он разрешил нам, чтобы мы его снимали. Just take one bee with you. Come on, man. You want in there? You can Я get your аккуратно, brother. аккуратно. What's that bee? Пчела, чтобы не укусила. Она сзади тебя, вот. Remote for the radio, man. So now the car is already in somebody else's hands. We sold it and we're happy. We're wishing good luck to Zach and his brother. Basically, they're gonna run that business, not us. So we're giving truck to good hands. Oh, yeah. Yeah? We'll You're take gonna care take care of it? take You're gonna care. send me pictures sometimes? I'll send you pictures for sure. As soon as we get it back. Okay, we're gonna miss our truck. This truck gave us a lot of good memories. Очень красивый трак, и он дал нам очень много разных ощущений, этот трак. На нем ездил Саня. Таня, твой трак продан тоже. Сережин продан. Теперь у нас открывается новая страничка бизнеса. Надо теперь куда-то деньги перезаложить. Брат, что покупаем следующий? Не знаю. Давай купим Теслу.
Да. Cybertruck купим, да? Какой-нибудь. Не знаю, надо перезаложить теперь куда-то деньги, а куда? Неизвестно. Сейчас Саня раз, я сейчас в шап полечу. Деньги заметаем себе. Да. Нормально. Видишь, там он на баксе даже написано, чей трак был. Ну да, величко. You can drop the chain over here if you want. Oh. This one. I always leave it right there under the Oh. tire. Okay. Sorry. That's That tire will pinch it. nope. The wrong one. Good. Go. Appreciate it, guys. Thank you for everything, man. Yeah. When we gonna? You got the food right in the car. Пока, Трак. Спасибо за все то время, которое ты нам служил. Это были незабываемые воспоминания у каждого члена нашей команды. Закончили Hyundai Sonata 16 года. Взял ключики. Поеду немного ее обмою и отфоткаю для продажи. Прикрутим дилерские номера. Поехали. Машина внутри уже чистенькая. Осталось ее сделать чистенькой снаружи. У нас уже понемногу наступает осень. Вот наша моечка, которой мы часто пользуемся. По $3. Была. Сейчас уже по 5, к сожалению. По 3 мне нравилось больше. Ну, что делать? Отфоткаем здесь. Ну все, машина ждет нового владельца. Продолжу рассказывать про стенд, который мы приобрели. Сейчас я вот тестирую батарейки, которые остались. Большую часть батареек я уже оттестировал, подписал, какая у них фактическая емкость, чтобы потом можно было в будущем использовать для ремонта других батарей. Сейчас я дотестирую эту часть. Вот у нас здесь идет процесс разрядки, потом будет зарядка и разрядка, чтобы узнать фактическую емкость. Еще у нас в работе сейчас есть Camry гибридная, 280 тысяч миль пробега. Очень большой пробег у нее. И мы сейчас будем там ремонтировать батарею. И на этом примере я вам покажу, зачем мы купили этот стенд и для чего он нам нужен. Вот наш пациент. Я уже поснимал каверы, поснимал практически все здесь. Осталось просто вытащить батарейку наружу. Сейчас мы ее достанем и понесем, подключим к стенду. Посмотрим, что же здесь живое, а что уже померло. Я подготовил батарейку к тесту. Сейчас я подключу сюда наш стенд и мы промеряем фактическую емкость каждого элемента. Мы найдем те ячейки, которые слабые, которые деградировали, которые потеряли емкость, заменим их на рабочие, хорошие, с хорошей емкостью. И таким образом мы будем ремонтировать батарею. Все увидим. Мы сначала разрядим полностью все ячейки, потом полностью их зарядим, потом полностью разрядим после полного заряда и узнаем их фактическую емкость. Потом отбалансируем и узнаем, какие ячейки нам менять, какие оставить и как нам дальше ремонтировать батарею. Посмотрим, что из этого выйдет.
Процесс теста элементов продолжается. Сейчас у нас идет полная зарядка. Осталось вот первый, второй и 34 элемент. Сейчас они все зарядятся, потом будет тайм-аут 40 минут, и мы будем разряжать, и в конце этого разряда мы узнаем фактическую емкость каждой ячейки. Ждем. Сейчас батарея уже прошла стадию разрядки. Мы увидели ее остаточную емкость каждого элемента, и сейчас она балансируется. Сейчас, когда этот процесс завершится, я возьму этот файл полностью, который весь файл с данными, загружу его в компьютер, и там на графике будет хорошо видно остаточную емкость каждого элемента, и будет видно график. Так будет удобнее определить, какие элементы мы заменим, а какие оставим. Наш цикл завершился успешно. Можем посмотреть на результаты. Вот наш discharge. Загружается файл. Вставляем флешечку в наш стенд и скопируем наши результаты на флешку. Move file to USB. Сейчас скопируем файл и почитаем этот файл с помощью специальной программы на ноутбуке, чтобы было понятнее и нагляднее, более видно, что у нас на самом деле за ситуация со всеми ячейками. Наши файлы скопировались. Теперь поглядим, что у нас здесь есть. Так. Скопируем все файлы на рабочий стол. Вот они, наши файлики, 14 число. Вот он наш discharge. Так, открываем программу. Выставляем нашу емкость 6,5 ампер-часов. И открываем файл. Выбираем все. И вот наш график. Вот такая у нас картинка. Что мы видим? Вот все значения. Вот, наверное, самый первый элемент, самый классный, 67%. 70% это значит батарея рабочая, нам подходит отлично 70%. Но все, что ниже 70%, это уже компромисс определенный. Мы здесь имеем вот 70% почти первый элемент. Остальные все сильно ниже. И есть, конечно, элементы, которые имеют по 30%. Вот 33%, допустим. Это, конечно, никуда не годится. 36%, 29%. Это прям уже вообще печаль. И так далее. Вот на графике у нас видно самые слабые элементы, которые были. Это вот 9, это 32, 17, это 19. Но пробег у этой машины большой, поэтому батарея, конечно, сильно изношена. Мы определимся с бюджетом ремонта. Посмотрим, может, мы подровняем как-то более или менее под какое-то значение, чтобы машина просто ездила. Но, конечно, это не тот ремонт, который нужен действительно настоящий хороший ремонт. Потому что если делать хороший ремонт, чтобы батарея служила долго и хорошо, то здесь нужно поменять очень много ячеек. Мы с ребятами обсудим, каким путем мы пойдем, и дальше, позже я вам покажу, как мы все-таки отремонтируем эту батарею, что из этого получится. Приехала новая машина, сейчас посмотрим, что там. Ford Fusion 2018 года. Выглядит целым, но пока никуда не едет. Батареечка на нуле у нас. Чуть показывает. Мне кажется, что он пытается завести и что-то не может его прокрутить, да? Наверное, что-то с мотором. Что редко на этих машинах. Обычно здесь коробки разваливаются. Выглядит так, как будто мотор пытается заводиться, но его не проворачивает. Интересно. Что ты скажешь? Ничего. Все будет хорошо. Мне кажется, надо попробовать провернуть мотор руками. Крутится он вообще или нет. В общем, будем разбираться. Да, наверное, просто у двигателя кончились обороты. Обороты кончились. Да, просто обороты закончились. Остальное сейчас. А есть масло, да, нормально? У меня надежность еще осталась? Надежность осталась, да, внутри. Пробег маленький, масло есть. Может, через лаунч попробуем завести двигатель. Он пытается его заводить, не может провернуть. Ну, как говорил один наш знакомый, как он сказал, хорошо, что двигатель, да? Хорошо, что двигатель. На этой машине двигатель стоит сильно дешевле, чем коробка. Поэтому будем разбираться. Что там говорят хорошего? Такое читает просто долго. Что он, получается, сейчас моргает? Старт-стоп? Ну, чек. То, что ты читаешь? Включено зажигание. А, просто зажигание включено. Поглядим. Что? Тут ничего нету, видишь, not equipped. Ого, так он не видит нифига. Сейчас вольтаж поднялся, просто он читал, когда Саша подключал. Да, давай еще раз, если ты раньше вольтаж был, давай подклеим. Да. Наша машина будет стоять у нас Battery voltage, короче. залог. Все, 3-4 заново. Тут быстрее, чем читает. Сейчас вольтаж, наверное, быстро упадет, потому что там батарейка подключена, его родная. Что-то не то. Да не, он сейчас поедет. Без блоков, да, просто. Навмання. Ошибок нет? И блоков нет.
Слышишь, может как-то неправильно читается? Короче, пока ничего не понятно с этим Фордом, но мы обязательно разберемся. Сейчас пойдем у главного специалиста по Фордам спросим. Что там, когда уже поедем кататься? Написано, что нужно поменять инвертор. Ё-моё, опять. В общем, пока мы не разобрались, почему у нас этот Ford Fusion не заводится, потому что каких-то явных ошибок нет, чтобы дали нам понять эти ошибки, какая именно здесь проблема. Но как бы автомобиль не стартует. Единственная ошибка, что failed to start the engine. Мы подкинули другой инвертор, ради интереса попробовали, потому что кто-то где-то в интернете где-то сказал, что у него была похожая проблема. Но этот инвертор, который мы подкидывали, он был с другой машины, более старой. Видимо, у них разные прошивки, потому что Immobilizer не хотел давать разрешение на старт с вот этим инвертором. Короче, пока непонятно, что происходит. Но мы решили снять все-таки батарейку, которая подразряжена. Мы ее вытащили и мы ее зарядим, чтобы быть точно уверенным, что проблема не может исходить из батарейки. Потому что иногда производители так пишут алгоритмы работы, что не всегда понятно, по какой причине что-то не работает. Поэтому мы перестрахуемся и зарядим батарейку. Потому что, допустим, у Kia Hyundai, если у вас разрядилась батарейка ниже определенного процента, оно не напишет то, что она разряжена. Просто будет писать ошибку Check Hybrid System. Ну, короче, как-то вот так. Поэтому будем перестраховываться. Да. Ford. Обычно мы на этих фордах чиним только коробки, их трансмиссии. Но здесь какая-то более необычная причина. Будем искать. Тут у нас процесс вывоза донора с шапа, который разобран тотально. Но у нас есть доли, и у нас есть небольшой опыт уже, как это делать. Поэтому таким вот образом... Сгоревшая коробка. Нет, тут не было ничего сгоревшего. Тут все отлично оказалось. И мотор, и коробка здесь в порядке. А машина уезжает на свалку. Что делать? Нет, с мотором как раз здесь все в порядке. Мотор полностью исправен вместе с коробкой. Вот так вот мы вывозим наших доноров на свалку. Эта машина тоже поедет на свалку. Что делать? Она принесла нам определенный профит, и спасибо ей на этом. Сашин Lexus, рабочая лошадка. Проходишь. Спасибо донору за мотор и коробку и другие запчасти. Вот они, наши красоточки, стоят. Ждите их на аукционе. Ну или пишите нам. Кстати, та Тесла, которую мы купили за недорого, которая была в предыдущих сериях, которая заднемоторная, P85, тоже очень-очень быстрая машина на самом деле. Она едет меньше 5 секунд, где-то 4,5. Это вот так вот просто я сейчас смотрел. Поэтому имеет место быть. Вот еще, тоже 13-й год, заднемоторная P85. Только вот недавно приехала, еще ей не занимались. Но тоже хорошая машина, когда мы ее починим. Немного наводим порядки в шапе, а то немного захламились. Не планировал это снимать, но не мог не взять в руки камеру. У нас в работе вот такой вот Prius. Задача стандартная, пробила прокладку ГБЦ, нужно ее завинить. Мы разбираем этот двигатель, я открываю его, смотрю под клапанную крышку и вижу вот это. Вы посмотрите, какой здесь ужас. Это не просто ужас, это просто жесть какая-то. Что происходит здесь в моторе? Вы посмотрите, что здесь творится. Это просто какой-то тихий ужас. Не делайте так, меняйте вовремя масло, потому что это просто жесть. Назовем этот Prius Black Edition. Только Black Edition у него будет не снаружи, а у него будет Black Edition внутри. По-другому я не знаю, как это назвать. Ребята, меняйте масло. Это не так дорого стоит. Хочу дорассказать вам за Ford Fusion, который мы не могли завести. Он почему-то не заводился. Мы пытались найти причину, искали, разбирались, тестировали, диагностировали. И мы в конце концов пришли к выводу, что мотор пытается запускаться, то есть в трансмиссии мотор-генератор, который запускает двигатель внутреннего сгорания, он пытается прокручиваться, но у него что-то не получается. Хотя сам мотор, двигатель внутреннего сгорания, он не заклиненный и он проворачивается. И мы пришли к выводу, что так как эти трансмиссии имеют проблемы с редукторами внутри, с шестернями, с подшипниками, которые разваливаются, клинят, мы пришли к выводу, что скорее всего что-то случилось внутри трансмиссии и подзаклинил сам мотор-генератор, который должен запускать двигатель. Возможно, сама планетарная передача или еще какие-то шестерни. Мы решили, что нам нужно заменить трансмиссию. У нас была трансмиссия с другого донора, мы подкинули эту трансмиссию. Прежде чем мы ее подкинули, мы ее разобрали, проверили все,
все, убедились, что внутри все в порядке, потому что у нас были запасные запчасти, мы, если что, заменили бы масляный насос, какие-то подшипники, что-то еще. У нас есть в наличии все детали для этой трансмиссии. Но там внутри оказалось все очень хорошо, она выглядела замечательно, внутри никакого износа ни на масляном насосе, нигде я лично не обнаружил. Мы поставили эту трансмиссию на машину, и получилась вот такая у нас машина. Это 18-й год, Ford Fusion, она уже почищена, помыта, она уже отдетейлена. Внутри, в салончике, вот такая вот получилась симпатичная машина. Это я все рассказал к тому, что если у вас не запускается двигатель, могут быть очень разнообразные причины. Такие, как были вот-вот на именно этой машине. Теперь машина запускается после замены трансмиссии таким вот образом. Машина запускается. Прекрасно работает и едет. Продолжаем снимать про ремонт батарейки с Camry. На этой машине большой пробег, больше чем 280 тысяч миль. Батарейка сильно изношена, и хозяин машины не планирует ее долго эксплуатировать, поэтому у нас бюджетный ремонт. Мы поменяем около 10-11 элементов, чтобы подогнать немного под примерно одну емкость. Сейчас мы их разберем. Те, что решили заменить, мы заменим, а те, что останутся, мы положим на вот такой вот специальный стенд балансировочный, и они друг друга отбалансируют. И завтра утром мы придем, они будут уже полностью отбалансированы. Мы все это дело соберем, закинем в машину и посмотрим, что из этого вышло. Вот такой у нас есть балансировочный стенд, импровизированный, но выглядит в принципе симпатично. Самое главное, выполняет свои функции. Больше нам в принципе ничего не нужно. За несколько часов они все отбалансируют друг друга. Они в принципе подбалансированы этим стендом, но пусть полежат так, чтобы была более точная балансировка, и чтобы мы ни за что не переживали. А завтра я приду с утра, соберу эти все элементы в корпус, поставим на машину, поездим, посмотрим, какой будет результат. В общем, батареечки за ночь у нас отбалансировались на таком вот импровизированном стенде. И теперь я все эти элементы соберу в корпусе, мы это все дело поставим на машину и посмотрим на результат. Батарею я собрал, теперь установим ее в автомобиль. Я уже подкинул батарейку в машину, пока еще не собирал каверы, чтобы просто все проверить. Подключим лаунч и посмотрим данные. Но я уже на ней проехался, все окей, ошибка не вылазит, едет на электричестве, выглядит все более или менее хорошо. Мы ремонтировали эту машину достаточно бюджетно, даже если честно сказать максимально бюджетно по просьбе владельца. Поэтому мы подняли емкость общей батареи, не до 100%, естественно, и даже не до 80 либо 70. Но у нас была такая задача. Главное, чтобы машина ездила, ошибка не вываливалась и чтобы не было каких-то проблем с этим. Машина у нас заводится, ready горит, ошибок никаких нет. Сейчас почитаем лаунчем, что он нам скажет. Проверим сразу гибридную систему, ремонтом которой мы занимались. Так, почитаем. У нас no trouble code, то есть никаких ошибок по гибридной системе у нас нет. Посмотрим данные. Что мы видим? Min-max. Но у нас разбег сейчас где-то чуть меньше 0,2. Разбег чуть меньше 0,2 вольта. Для этих машин, в принципе, это достаточно хороший показатель. Сох у нас State of Charge. Выберем Max. Дальше. Минимум. Вот у нас 88, 73, минимум, максимум, State of Charge 46%. То есть, я думаю, ремонт прошел успешно. Мы еще сейчас немножечко поездим на этой машине, потестируем ее. Я уже сделал пару кругов, в принципе, все идет хорошо. Потом соберем каверы, поставим все на место, и я думаю, машину можно отдавать ее владельцу. Не буду показывать вам весь процесс сборки, тут ничего интересного. Сейчас просто все подсоберем и закончим на этом ремонт. Сделаем небольшой тест-драйв. Вот тут, кстати, тоже еще некоторые наши машины стоят. 2 из них уже готовы, а 2 ждут ремонта. Никаких ошибочек на приборной панели мы не видим. Машина едет, работает как должна работать. Я думаю, все получилось. Починено.